Представьте, что на одной планете день длится почти полгода, а на другой дольше, чем год. В нашей Солнечной системе время течет по-разному, все зависит от скорости вращения планеты. На Меркурии сутки по часам составляют 58 земных дней, но из-за орбитального движения от восхода до восхода Солнца проходит 176 дней, а на Венере день еще длиннее – 243 дня. Причем Солнце здесь восходит на западе и заходит на востоке. Земля и Марс вращаются почти одинаково – 24 часа на Земле и 24 часа 39 минут на Марсе, а вот газовые гиганты несутся гораздо быстрее. Юпитер завершает день за 9 часов 56 минут, а Сатурн за 10,5 часов. На Уране и Нептуне дни длятся 17 и 16 часов, а на далеком Плутоне 153 часа, больше 6 земных суток. Каждая планета живет в своем ритме. Где-то день меняется молниеносно, а где-то тянется бесконечно долго. Но в масштабе Вселенной время лишь иллюзия. В ледяной пустыне Антарктиды пингвины сталкиваются с одной из самых суровых погодных условий на планете. Чтобы выжить, они собираются в плотную группу. Эта стратегия – настоящий шедевр природы. В центре такого скопления температура может быть на десятки градусов выше, чем снаружи. Но никто не остается на одном месте. Постепенно, словно по невидимому сигналу, пингвины меняются местами. Те, кто был снаружи, продвигаются внутрь, а другие занимают их место, защищая колонию от ледяного ветра. Возможно, это главный секрет выживания. Не бороться в одиночку, а объединяться. Потому что даже в самых суровых условиях природы выживают не самые сильные, а те, кто умеет быть рядом друг с другом. Вы уверены, что ваш любимый комнатный цветок просто украшение? А что, если он смертельно опасен? Сегодня поговорим о растениях, которые выглядят безобидно, но могут убить. Первый в списке – вёх. Его сладковатый запах и вкус обманчивы. Яд цикотоксин вызывает судороги и смерть всего за несколько минут. И именно этим ядом, как считалось, отравился Сократ. Следующий – белладонна или красавка. Ее использовали для расширения зрачков, но малейшая передозировка и начинается тахикардия, галлюцинации, паралич дыхания. Олеандр – любимец садоводов, но его сок содержит олеандрин, который может остановить сердце. Опасен даже для животных. Лучше не держать его в доме. Еще один убийца – диффенбахия. Достаточно просто дотронуться до ее листьев и можно получить ожоги. Попадание сока в рот – серьезное отравление. И даже милый лютик может быть смертельно опасным. Его сок вызывает раздражение кожи, а при попадании внутрь – отравление. Могли ли древние египтяне знать о современных технологиях? В храме Сети I есть надписи, которые шокируют исследователей. Они выглядят как вертолет, самолет и даже танк. Как такое возможно? Одни считают, что это следы древних цивилизаций или пришельцев. Другие уверены, это всего лишь палимпсест, когда старые иероглифы стираются и накладываются друг на друга, создавая странные формы. Но загадка остается. Была ли у древних египтян связь с передовыми технологиями? Или это всего лишь игра света и времени? Что думаете вы? Пишите в комментариях. Знаете ли вы, что за каждым шедевром скрыта тайна? Мона Лиза Леонардо да Винчи. Ее знаменитая улыбка – это оптическая иллюзия. Смотря на нее под разными углами, кажется, что она то серьезная, то улыбается. Звездная ночь Ван Гога. Ученые выяснили, что вихревые движения на полотне повторяют турбулентные потоки в природе. Сальвадор Дали и его мягкие часы. Идея расплавленных часов пришла к художнику, когда он наблюдал, как сыр Кокамбер тает под солнцем. Тайная вечеря Леонардо да Винчи. Если наложить нотный стан на картину, хлеб и руки апостолов складываются в музыкальную мелодию. Крик Эдварда Мунка. Алое небо на картине – это реальное явление. Ученые считают, что оно вызвано извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Сотворение Адама Микеланджело. Силуэт Бога и ангелов на фреске невероятно точно повторяет форму человеческого мозга. Девушка с жемчужной сережкой Вермеера. Жемчужина на самом деле не жемчужина, а лишь мазок краски, но ее блеск настолько реалистичен, что обманывает глаз. Рембрандт и его свет. Художник специально затемнял фон своих картин, чтобы лица на переднем плане казались буквально подсвеченными изнутри. Сад земных наслаждений Иеронима Босха. На створках триптиха при закрытии картины изображен мир до сотворения жизни, пустой и суровый. Герника Пабло Пикассо. Под слоями краски специалисты нашли скрытые наброски. Картина менялась прямо в процессе создания.
Итак, каждый шедевр – это не просто полотно, а настоящая машина времени. Погружаясь в детали, мы не только восхищаемся красотой, но и открываем скрытые послания, которые мастера оставили для нас сквозь века. Представьте, что где-то в мире есть дерево, которое способно указывать на залежи алмазов. Звучит как фантастика, а вот и нет. В Африке растет уникальное растение Pandanus candelabrum. Его корни глубоко проникают в почву и впитывают мельчайшие частицы металлов, включая алмазы. Со временем эти частицы накапливаются в листьях, и дерево буквально становится природным индикатором сокровищ. Ученые уже используют его для поиска алмазных месторождений, сокращая годы сложных поисковых работ. Вот как природа умеет мастерски скрывать свои богатства. Интересно, какие еще секреты она может скрывать от нас? Представьте, что однажды лето просто исчезло. Дожди, снегопады и неурожай вместо теплого солнца. Кажется это невозможным, но такое уже случалось. В 1815 году в Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, одно из самых мощных за всю историю. Взрыв выбросил в атмосферу гигантское облако пепла и серы, которое окутало планету и закрыло солнце. В Европе и Северной Америке в разгар лета шли снегопады, люди умирали от холода. В Азии внезапные наводнения уничтожили посевы, начался голод, климатические изменения вызвали хаос по всему миру. Как одна ошибка спасла миллионы жизней, историю, в которую сложно поверить. В 1908 году немецкий химик Фриц Хабер разработал способ синтеза аммиака. Для чего? Чтобы создать мощные взрывчатые вещества для армии. Казалось, что это изобретение должно было привести к еще более разрушительным войнам. Но тут произошло неожиданное. Оказалось, что аммиак можно использовать не только в оружии, но и для производства удобрений. Это открытие буквально спасло человечество от массового голода. Сегодня благодаря этому процессу выращивается до 50% всей еды на планете. Вот так одно открытие, созданное для разрушения, изменило мир в лучшую сторону. Но что бы случилось, если бы аммиак использовали только по первоначальному назначению, как думаете? Милый, пушистый, словно игрушка. Но что, если Мальтипу это не просто забавный комочек счастья, а собака с серьезными нюансами? Давайте разберемся. Мальтипу – гибрид мальтийской баллонки и пуделя. Умный, дружелюбный, легко обучается. Но есть генетические риски. Без контроля качества разведения высок шанс наследственных болезней. Нет стандарта породы, то есть каждая собака может отличаться по характеру и внешности. Бизнес на щенках. Недобросовестные заводчики могут сэкономить на здоровье животных. Мальтипу – это не просто тренд, а ответственность. Хотите завести друга, а не проблему? Выбирайте питомца осознанно.